Сейчас ты узнаешь, срачи игроков в комментах, медийки продают зрителей, и почему конкуренция между Majestic и GTA 5 RP это хорошо. Это видео появилось вследствие наблюдений за комментариями пользователей в различных источниках, связанных с RP проектами. Гарантии от хейта игроков двух проектов у меня нет. Так что обосрите меня в комментариях. А начнем мы с того, что конкуренция это хорошо. Игроки Majestic зачастую кидаются тейками по типу Majestic круче, молодежней, обновы интересней, механик больше. И в целом выставляют все это так типа: эй, игроки 5RP, зачем вы играете на плохом проекте, когда есть Majestic? Так вот, вопрос к таким комментаторам. А вы понимаете, что эти все плюшки, за которые мы любим наш проект, в основе своей существуют за счет того, что между этими проектами есть конкуренция. И в численном онлайне мы занимаем второе место. Конкуренция — это двигатель прогресса. И пока мы пытаемся занять вершину Олимпа, у нас будут выходить крутые обновления. В свою очередь, игроки GTA 5 RP говорят что-то о плохой оптимизации и маленьком онлайне. О последнем, да, повторюсь, численно он у вас больше. Только и серверов у вас на 7 штук больше. Если мы посчитаем общий онлайн и разделим на количество серверов, средняя цифра получится такой. На Majestic 1448 человек на один сервер, на GTA 5 RP 1574 человека на один сервер. Разница чуть более чем в 100 человек. Это несущественный отрыв. Про оптимизацию вот честно, вообще смешно. Рыли, вы решили, что вытирать только когда вам наконец-то спустя 5 лет Rage выкатил синхронизацию в начале весны этого года? Последний раз я играл на 5RP 2 года назад, и не буду спорить, что возможно сейчас там оптимизация лучше, но говорить об этом как о каком-то достижении века точно не стоит. Поймите, становясь лидером или вообще монополистом в какой-либо области, человеку свойственно прокрастинировать. Да, у 5RP были хорошие позиции, коронавирус их только усилил. Такие вводные позволяли не беспокоиться о какой-то конкуренции. Сейчас же Majestic все ближе, и просто необходимо поддерживать интерес к проекту. Поверьте, мы увидим еще много и крутых интересных обновлений, как на 5RP, так и на Majestic RP. И двигатель всего этого в большинстве своем конкуренция. Нам как игрокам остается лишь занять место в зрительском ряду и наслаждаться контентом. Перед тем как высказаться прямо о явных минусах и плюсах проектов, поговорим о вас, зрителях. А точнее о комментариях, которые вы оставляете. Информация стекалась из двух основных источников. Это явно симпатизирующий GTA 5 RP паблик ВК Пятерочка и независимый Life 5. Хотя и с последним не обошлось без казусов. Во время недавнего одновременного открытия двух серверов на обоих проектах, Life 5 выпустил новость за несколько часов до открытия, что новый сервер Majestic RP Boston запустит сегодня уже в 20:00 по московскому времени. Хотя о том, что у проектов время открытия одинаково в 16:00, знали все, и перепутать такое явно невозможно. Несмотря на многочисленные комментарии о том, что время открытия неправильное, пост провисел без изменений по меньшей мере более часа. Мое мнение как медиапартнера, было ли это специально? Не могу ответить вам точно. Мнение участников паблика однозначно указывает на положительный ответ, но вернемся к комментариям. Для того, чтобы погрузиться в контекст, быстрый интерактив. Какой комментарий могут написать пользователи под постом об результатах онлайна после открытия серверов? Подумайте хорошенько. И правильный ответ: 5RP народ дает Маджестику. Исчерпывающий ответ, Вован. Приз уходит вам и еще 7 людям, поддержащих его лайком. Если обобщить, то именно такие комментарии оставляют игроки GTA 5 RP. Предвидя следующий вопрос, сразу отвечаю: игроки Маджестика далеко не ушли. Вован, но если учитывать, что 5RP все время в ногах у Маджестика лежит, то нет. Действительно достойна битва двух мнений. У одного в рот дает, у другого в ногах лежит. Но если мы абстрагируемся от чувства принадлежности к одному из проектов и заглянем в суть, вот вы, комментаторы, топящие за свой проект. Какой вам профит от этого? Доказать, что 5RP говно? Ну так от этого баги на Маджестике не исправятся. Разъяснить, что матч донатная помойка? Ну так от этого у вас на 5RP обновления круче выходить не станут. Поливая грязью друг друга, вы никогда не убедите собеседника в правоте своего мнения. Оставьте эту борьбу командам проектов. Пусть они меряются силой в подходе и ведении проекта. А уже игроки сами выберут, на каком проекте им приятнее и интереснее играть. Я год проиграл на 5RP и 2 года на Маджестике.
И когда я зашел впервые на Majestic, мне банально тут больше понравилось, и я остался. Сказать, что год, проведенный на 5РП, был ужасным? Нет. Я играл со своим другом в ЛСПД ночи напролет. В это время у меня была сломана нога, и я рад, что смог найти игру, в которой я смог отвлечься от своих жизненных проблем. Majestic же в свою очередь подарил впечатление от новых знакомств, покупки первого бизнеса и крутых сезонных пропусков. Вот давайте рассмотрим пару комментариев поближе. Мне вот интересно, каково фанатам 5РП всегда кал хавать? Каждая обнова через очко, потому что у лучшего РП проекта нет денег на тестеров. Илья. Во-первых, разработчиков и тестеров не так много, как ты думаешь. А во-вторых, если честно, со всей любовью к нашему проекту, что у нас идеально выходят обновы, без новых багов и проблем. Даже посмотрите на нынешние игры. Раньше, покупая диск с игрой, она была полностью отточена до идеала, с редкими некритичными багами. Сейчас же современные игры после релиза еще год допиливают до играбельного состояния. Что тут уже говорить о проектах, которые работают с игрой через фиг пойми какие костыли, чтобы мы могли играть на серверах с парой тысяч онлайна, на что GTA 5 вообще не рассчитано. Ха-ха-ха, у вас всего 3К новых игроков, у вас люди просто бегут со старых серверов на новые, из-за этого я ушел с Маджа. О переходе старых игроков на новые я уже говорил в другом видео. Но если вкратце, а что на 5РП не так же? Эта проблема присуща всем РП проектам, и существует она за счет того, что сервер GTA это не Rust, где еженедельно или максимум ежемесячно происходят вайпы. Тут годами игроки зарабатывают деньги и копят имущество. На сервере Vinewood, на котором я играл, купить бизнес было просто чем-то невообразимым. Сервер относительно старый, и те 50-100к в день, которые ты фармишь всеми возможными способами, не хватит тебе никогда, чтобы накопить на самый дешманский магазин одежды. За год игры на обоих проектах на одном я накопил 8 миллионов, это включая имущество, а на другом около 100. Захотите упрекнуть меня в том, что я плохо фармил? Я знаю все ваши приколы. Мусор, мясо, контрабанда, шлюха, схемы на другой арге. Поэтому игроку тупо некомфортно играть на старых серверах. Они закономерно уходят на новые. Вот этот комментарий оставлю вам для обсуждения. Почему он называет Кидалова со стороны Рейджа обоссанными тряпками? И почему он рад, что платформа, на которой он играет, потеряла второй по онлайну проект среди РП серверов? Про минусы и плюсы долго говорить не будем, так как о них уже много было сказано разными блогерами, как с одной, так и с другой стороны. Но если честно, без галстуков, что на 5РП нету минусов, самый главный их минус это тщеславие и отношение к обычным игрокам, отношение админов к проблемам игроков. На вас просто большинству похуй. Вы либо донатер, который приносит деньги, либо вы бедняк, который создает онлайн для этого донатера. Есть такой блогер Алекс Мэтьюс. У него десятки видео о проекте, о руководителях проекта. Я его не знаю, но так как он расскажет об этом лучше, чем кто-либо, можете найти его в поиске и посмотреть. Ссылок от меня не будет. Каким-то неизвестным человеком была слита бухгалтерия проекта GTA 5RP буквально в открытый доступ. Какой-то неизвестный мой подписчик оставил название неизвестно какого телеграм-канала под прошлым видео, где и выложил этот файл со всей бухгалтерией проекта GTA 5RP, благодаря которой мы сегодня получим супер эксклюзивную информацию. Я вам сегодня расскажу, сколько зарабатывают медиа на проекте GTA 5RP. Начнем мы с самых топовых, там от Мармока, заканчивая какими-нибудь средними по типу Хома. Здесь будут 100% документы, также 100% пруфы с выписками, то есть там буквально чеки будут. Получается, на 5РП нету плюсов? Есть. Качество одежды в несколько раз выше, чем на нашем проекте. Нету уникальных предметов, которые нельзя было бы продать или передать другому игроку. И, конечно же, госка. Работая патрульным, за несколько резких слов можно было спокойно получить варн. Необходимо общаться вежливо, ходить строго по дресс-коду. Душно ли это? Да, душно, но и видеть на Маджестике быдло, кафающего за всю фигню, и разговаривающего с тобой как геттовец в подворотне тоже неприятно. Гетто-высеры есть и на 5РП в Госке, просто обычно они там долго не держатся, ну или не держались. Повторюсь, последний опыт игры был 2 года назад. Идеален ли Маджестик? Нет. Есть свои баги, есть неотзывчивая администрация, только в случае Маджестика это исключение, а не правило, как на 5РП. Например, говорю открыто, не считайте это за критику, а считайте за вопрос. Почему, когда какое-то обновление идет не по плану, вы открыто не сообщаете об этом игрокам? Признание ошибок это не слабость, а сила. Начинается срач в общем чате, его просто закрывают. И только после решения проблемы он становится снова доступным. Но для меня плюсы на данный момент перекрывают все минусы. Быстрое реагирование на репорты.
конечно, учитывая нагрузку. Репорт жалоба — это вообще имба. Вместо форумной борьбы я могу залить видео отрезок до минуты и скинуть в репорт. Игрок в течение 10 минут будет наказан. Уникальные механики, как сделан маркетплейс по сравнению с 5RP, это вообще шедевр. Но волнуют ли все эти проблемы медиек обоих проектов? И продают ли они вас переходом между ними? Уверен, что есть единичные случаи, когда да, так и есть. Но в общей своей массе медийки переходят попросту из-за усталости от проекта или от отношения к медийкам. Будет кто-то спорить, что отношение к медийкам и их зарплата выше на Маджестике? Думаю, все будут согласны. Устают ли медиа снимать на одном и том же проекте по несколько лет? Конечно, устают. И найти новый контент все сложнее и сложнее. Какие мастодонты есть на Маджестике? В первую очередь, не почтите залезть, это Олежа. Про админ-контент я уже высказывался. Логан Флетчер. Если мне его контент в массе своей не интересен, то его дискорд достоин всяческих похвал. К нам также перешли ваши любимцы Айси Худтагер, Эднайс, Мэтт, Синсет. Вспомнить кого-то из значимых, кто перешел с Маджестика на 5RP, честно не могу сказать. Думаю, может кто-то и перешел, но я лично о них не слышал. Точно, Рокси. Ну, тут не знаю, минус или плюс того, что он ушел, так как до сих пор на форуме Маджестика лежат тоннами петиции, чтобы его нахуй выгнать с проекта. Существуют ли крутые медийки на 5RP? Безусловно. Гайдес Юра, который сидит и стримит каждое утро с обновлением. Хома с качественными и крутыми идеями в своих видео. Бибаб, которого я до сих пор жду на Маджестике. Все они в большинстве своем снимают без явной пропаганды одного из проектов. Чего нельзя сказать о блогере Шила. Впервые я посмотрел его подкаст с Twitch-стримером 5RP, и он мне очень зашел. Но когда я зашел на его YouTube канал, пиздец. Очередной провал Маджестика. Крах Маджестика, триумф GTA 5RP. Ну, если честно, такого вылизывания я никогда не видел. Но, видимо, это действительно его личное мнение, и он имеет на это право. Но как он подает эти новости, только послушайте. Поэтому делайте выводы, фанаты Маджа. Второй раз спрашиваю вас, ебальник к осмотру. Вот вам ваш проект, вот вам ваш уровень оптимизации, вы в собственную игру зайти не можете. Вряд ли он когда-то увидит это видео, но интервью с Меди Этторе очень достойно. Я хоть и в душе не знал про такого, но за качество съемки, за потраченные усилия просто снимаю шляпу. Если и можно подвести какой-то итог под всем этим, то он будет таким. Неважно, какой проект вы считаете лучшим или худшим, особенно если вы всегда играли только на одном. Я понимаю ваше желание принадлежать к определенной группе, но от ваших срачей никогда ничего не поменяется. Считаю ли я, что любой игрок должен хоть раз зайти на каждый проект, хотя бы просто посмотреть? Да, считаю. Рано или поздно все надоедает, и он вправе попробовать что-то новое. А где останется он играть, зависит только от качества проекта, и уже никто никакими комментариями это не исправит.